Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Я вас приветствую из торгового центра. Здесь первое из многих новых видео, которые я буду публиковать по вторникам. Эти вторники мы будем называть языковыми вторниками. Они будут в основном просто о языковых темах и, надеемся, тоже на разных языках. Сегодня я бы хотел вам рассказывать о интересном опыте, который я здесь получил в первый раз, совсем новое для меня в области языков. И именно это было занятие у логопеда. Многие думают, что логопеды это в основном люди, которые просто работают с носителем языка, определенного языка, у которых есть какой-то дефект языковой. И из-за этого я боялся сначала обратиться к логопеду, чтобы улучшить свой акцент, потому что я боялся, что он меня не примет всерьез. Как показалось, были на самом деле многие логопеды, которые были готовы мне помочь с акцентом. И это очень здорово. Как вообще я получил эту идею заниматься с логопедом здесь, в Питере? На самом деле, я получил эту идею от кое-кого, который несколько месяцев назад в Братиславе поговорил о своих опытах с русским языком. Это был американец. Я сильно удивился, когда я его услышал в первый раз, потому что у него было замечательное русское произношение, почти совсем, на самом деле, совсем без акцента. И сначала я даже думал, что он был русским. Но он нам рассказал, что когда он жил в России, он много занимался с логопедом, и они просто вместе работали, и постепенно он избавлялся от своего иностранного акцента. И то я думал себе, почему я не смогу это сделать, как он это сделал. И несколько месяцев спустя я переехал в Питер, и я хотел, как примерно каждый, который говорит на иностранном языке, избавиться от своего акцента. Так я поискал в интернете, и я нашел некоторые хорошие центры. Я вам сейчас расскажу о том, как это было. Это первое занятие, это было более дорогое из этих двух. Около 1800 рублей. Я точно 1700, 1900, я не знаю, но около как типа 1800. Так, это сравнительно с ценами за рубежом в других странах. Это ничего. Это около 30 евро. Но в России это, конечно, достаточно дорого. И для меня, как студент, это было тоже не совсем дешево. Но все-таки я хотел это попробовать. Я подъехал к ним, и я прошел свое первое занятие с логопедом. И этот логопед был профессионалом. Одна вещь, которую я всегда буду помнить сейчас о русском языке, такое, что она мне рассказала про русский язык, что русские говорят губами. И она мне сказала, что я говорю более челюстью. И из-за этого я слишком много двигаю челюстью, когда я говорю. Из этого получается, что у меня звуки по-другому, чем у русского человека, чем у русскоговорящего. Вот. И это было очень интересно. У нее была такая техника, что она положила палочку, как китайскую, в мой рот и говорила, сейчас говори. И я просто не мог двигать челюстью в этом случае, потому что у меня была палочка китайская между зубами. Это сильно помогало, и я даже заметил разницу. Сейчас, когда я просто свободно говорю, я стараюсь
об этом думать, ну, конечно, не всегда получается. Вот. И потом мы прочитали детскую книгу. Она делала заметки о моем произношении, итоги этого занятия. Это было очень профессионально, но слишком дорого для меня. Значит, после этого занятия я поискал нового логопеда, у которого цены не так высокие, и я нашел репетитора. Второе занятие стоило 1000 рублей, это около 16 евро. Но, конечно, это было по-другому. У нее не было собственного центра, а мы просто встретились в кафе. Я заметил сначала даже кое-что, что мне не совсем понравилось, что она сказала, что в русском языке только гласные «о» и «а» по-другому произносятся, смотря на то, где они находятся в слове. Конечно, это же очевидно, допустим, слово, это не произносится слово. Я это, конечно, уже знал. Вот. Но что она не сказала, она сказала, что буквы как «и», «я», все эти буквы, они всегда произносятся как, ну, это всегда один и тот же звук. Это неправильно. Допустим, слово «январь», это пишется «январь». Но, по-моему, никто бы это так сказал. Январь. Но все-таки она мне помогла. Она объяснила разницу между звуками «бю» и «бью», как «убил». Я убил тебя. И «бю». Значит, это как сразу с «б», с буквы «б» на «ю». Она сказала, что когда я говорю, что у меня получается всегда этот пробел между звуками слишком длинный. Значит, я, допустим, иногда говорю говорю, а не говорю. Как, ну да, это для меня это тоже было достаточно полезно об этом узнать. Допустим, тоже слово белье. Она сказала, что между этими двумя слогами есть тоже как бы маленький перерыв, что это не с первого слога на второй белье, это как белье, да. Вот. Это, конечно, это просто кое-что, о чем я пока не подумал. Вот. И сейчас итоги всего этого. Несколько дней после второго занятия я поговорил с профессором в университете о том, что я посещал уже 2 раза логопедов. И она сказала, что в основном это, скорее всего, помогает, но это не так хорошо, как работать с фонетистом. Что такое фонетист? Это человек, который не знает только, как произносятся определенные как раздельные буквы, но как они тоже произносятся в слове, в целом слове, и тоже в предложениях. Потому что касается иностранного акцента или хорошего произношения, это не только зависит от отдельных букв, а это тоже зависит от ударения, интонации и, прежде всего, в русском языке от редукции, что вы не говорите редукция, или вы не говорите набережная, а просто набережная. Следующая остановка, а просто следующая остановка. И это кое-что, о чем вы, русские, скорее всего, никогда не думаете. Но для меня, как иностранца, который учит русский язык, это очень интересно, очень полезно. Когда мне кто-то это напрямую говорит, что на русском языке это вот так, и надо это делать таким образом. Вот. Конечно, для студентов работать с логопедом это тоже не совсем выгодно, если вы живете в другой стране, чем в России, потому что в России намного дешевле вообще, чем такие просто сервисы намного дешевле, чем в Германии
или в Европе вообще, то я бы посоветовал, чтобы вы просто работали с друзьями или, может быть, с партнером по обмену языков. Это все бесплатно, и это для нас, студентов, огромный успех. Вот. Так, спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, то я был очень рад, если бы ему поставили лайк. В конце концов, избавился ли я от своего акцента? Ну, если вы говорите по-русски, то вы уже заметили, что, к сожалению, пока нет. Но есть еще надежда. По-моему, у меня произношение уже намного лучше, чем было, когда я приехал в Питер около 3 месяцев назад. Мое произношение тоже становится все лучше и лучше, по-моему. Так, надеемся, что кто знает, как оно будет через несколько лет. Ну, сейчас я обращусь к вам, что вы думаете, что самое заметное у моего акцента, когда я говорю по-русски. Что я бы смог сделать, чтобы уменьшить, улучшить свое произношение на русском языке? Я буду ждать с нетерпением услышать, узнать от вас, что вы думаете об этом. Мне тоже интересно, если некоторые из вас тоже сделали занятия с логопедом из-за языковых дефектов на родном языке, или, может быть, даже на иностранном языке, как я это сделал, как вам это было, и помогло ли вам это или нет. Вот, мы увидимся у следующего видео. Всего хорошего, пока-пока.